Наша необычная карьера за молодежную академию РБ Лейпцига продолжается. После юбилейного 10-го сезона у меня, конечно же, будут большие ожидания в этом 11-м сезоне. Но сойдутся ли мои ожидания с реальностью? Давайте будем за этим смотреть. Приятного просмотра! Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Как обычно, начинаю с новой партии 5 талантливейших футболистов из РБ Лейпцига. Вот они, 4 немца и 1 норвежец. Довольно-таки интересно они сейчас выглядят, но, как вы понимаете, на пике это, скорее всего, будет 84 рейтинг, или нет? Ну, как сказать, у троих 84 рейтинг, у одного 83 и есть игрок с 86 пиковым рейтингом. Этот парень, как вы понимаете, был куплен на перспективу РБ Лейпцига. Ну, это логично, потому что он не немец. Надеюсь, что РБ Лейпциг его не продаст, и он там, конечно, хорошо заиграет, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, но давайте пока что посмотрим, как там вообще сезон у РБ Лейпцига прошел. Началось все с матча за Суперкубок Германии, потому что РБ Лейпциг в прошлом сезоне выиграл кубок. Матч закончился ничей 1-1, но по серии пенальти 6-5 в пользу РБ Лейпцига. Со второй попытки Суперкубок Германии они выигрывают. Но вот начало чемпионата не задалось, 2-0 поражение от Хайденхайма. А вот что касается Суперкубка Европы, то тут проиграли Барселоне, действующему победителю Лиги Чемпионов со счетом 3-1. Затем серия неудач в Бундеслиге продолжилась. Поражение 0-2 от Юнион Берлина, минимальное поражение от Санкт-Паули. Еще вдобавок вылетают в первом же раунде Кубка Германии. Проиграли 3-1 Ливеркузенскому Байеру. Вообще интересно, что жеребьевка так сложилась, что в первом же раунде эти две команды друг на друга попали. Но вот и первые 3 очка в Бундеслиге еще и очень уверенно. 4-0 раскатали Хофенхайм. Ну и по классике проигрывает Баварии со счетом 1-3. Что касается общего тура Лиги Чемпионов, то тут опять была встреча с Барселоной, ну и снова поражение 2-0 в этот раз. Затем собирают 3 очка в матче против Штутгарта, 0-4 в гостях победа. Ну и также справились с ФК Аугсбургом 1-3. Во втором туре общего этапа Лиги Чемпионов забирают 3 очка, с трудом победив АЗ 2-1. Затем еще забирают 3 очка против Вердера 3-1. Ну а вот против Челси такой же самый счет, но, к сожалению, уже в пользу Челси. Только 1 очко удается получить в матче против Боруссии Дортмунд. И такая же ситуация сложилась против ливеркузенского Байера. Еще и теряют очки в Лиге Чемпионов, минимально проиграв Реал Сосьедаду. Ну и также не получается собрать 3 очка против Вольфсбурга, ничья 1-1. Зато дальше разгромно побеждают Майнц 0-5, 5-0. Также побеждают Бохум 1-4. Ну и выдали шикарнейший матч против польского Леха, победив 2-5. Ну и этот парад разгромных побед не заканчивается. 4-0 против Герты, 4-1 против Боруссии Мönchengladbach, а вот против Дортмундской Боруссии в Лиге Чемпионов, к сожалению, нулевая ничья. С трудом 2-1 удается победить Фрайбург. А вот Айнтрахт чуть более уверенно, победа с разницей в 2 гола. А вот дальше эту команду пополняют те самые 5 перспективных футболистов. Ну и с ними началось с победы 3-0 против Хайденхайма. И довольно-таки неплохая ничья 1-1 против ПСЖ. А вот нулевая ничья против Юниона Берлина это скорее всего плохо. Но еще хуже минимальное поражение от Санкт-Паули. Ну, хорошо хотя бы, что против Викингов в Лиге Чемпионов не проиграли. 3-0 уверенная победа, которая ознаменовала завершение общего этапа Лиги Чемпионов. РБ Лейпциг, к сожалению, закончил его довольно-таки плохо, всего лишь 18-я строчка. Даже тот же Red Bull Salzburg закончил выше, за который я играю. Но так или иначе, стадия у этих двух команд будет начальная одна. Ну а что же у нас было дальше? 4-1 победа над Хофенхаймом, очередное поражение против Баварии уже в который раз, 3-1. Затем в 1/16 Лиги Чемпионов столкнулись с Ромой, где первый матч выиграли 3-2. Еще и сумели победить Штутгарт 3-0. А в ответной игре против Ромы скатали на нулевую ничью. Общий счет 3-2 и есть проход в 1/8 стадию. Сразу после этого еще удается уверенно собрать 3 очка против Аугсбурга. Но вот против Вердера, к сожалению, ничья 1-1. И ровно так же закончилась встреча против Боруссии Дортмунд. А вот в первом матче 1/8 Лиги Чемпионов Атлетико Мадриду, к сожалению, уступают 2-3. Причем, кстати, с таким счетом, как Рома раньше уступила. 0-0 против Байера. Прям как ответная игра против той же Ромы. Хотя бы удается собрать 3 очка против Вольфсбурга. Уверенная победа 3-0. Хотелось бы что-то подобное увидеть и в этом матче, но, к сожалению, поражение 3-1 от Атлетико Мадрида. И с общим счетом 6-3 уже на 1/8 стадии РБ Лейпциг покидает Лигу Чемпионов.
Остается только матч Бундеслиги. И тут мы видим победу над Майнцем 1-3. Чуть увереннее победили Бохум. С разгромным счетом в гостях 4-0 победили Герту. 4-1 также не менее уверенно победили Боруссию Мюнхен-Гладбах. В отличие от матча против Фрайбурга, где минимально уступили. Ну а завершением сезона стало еще одно минимальное поражение от Айндрахта. Сезон в Бундеслиге, к сожалению, получился разочаровывающим. Всего лишь 5-я строчка. Я не понимаю, почему 5-я строчка в игре отмечена так же, как 2-я, 3-я и 4-я, но 5-я строчка Бундеслиги в игре это, если что, Лига Европы, а не Лига Чемпионов. Что любопытно, РБ Лейпциг по забитым голам 3-я команда в лиге, так же, как и с точки зрения обороны 3-й. Как они тогда закончили вообще 5-ми? Это вообще как-то нелогично. Что касается гонки бомбардиров, то на 6-й строчке есть Луис Опенда, который отличился 22 раза. Что же касается лучших ассистентов, то тут игрок только на 9-й строчке. Кстати, это футболист, игравший в нашей молодежке. У него 10 ассистов. Вот с таким вот составом начинался сезон для РБ Лейпцига. А вот так вот выглядит состав уже по завершению этого сезона. Самым главным разочарованием является то, что у команды средний рейтинг упал до 83. Как это вообще так произошло? В последний раз у них такой рейтинг был в первом сезоне. То есть получается 10 сезонов назад. Почему вообще случился такой регресс? Средний рейтинг стартового состава упал на единицу, теперь он 83,5. Ну а если пройтись по каждой отдельной позиции, то здесь вообще нигде нету плюса по рейтингу, а суммарно получилось на минус 13. Единственное, что отмечу, то что теперь здесь есть 6 футболистов, которые проходили через нашу молодежку. Это новый рекорд. Рекорд рекордом, но результаты, увы, это не приносит. Что же касается моего Red Bull Зальцбурга, за который я играл, мы, что вы понимали, 5-й сезон подряд становимся чемпионами. Вот это круто, РБ Лейпцигу бы так. 72 набрали очка, всего лишь на одно опередили Рапид, нашего главного конкурента. Довольно-таки близкая была борьба, что не скажешь о Кубке Австрии. Там мы вылетели в первой же стадии, причем после победы в прошлом сезоне, но вылетели от довольно сильной команды, но все равно обидно. А вот в Лиге Чемпионов, что же там вытворила наша команда? Что касается общего этапа, вы как бы видели, мы закончили выше РБ Лейпцига, но все равно не в топ-8. Поэтому наш путь также начался с 1/16 стадии, и нашим первым противником был Аякс. Первый матч мы выиграли 5-1, второй матч выиграли ровно с таким же счетом. Тут получилось без шансов. А вот дальше нам попал лондонский Арсенал. И как же я был удивлен, что мы в первом же матче их закрыли 4-0. А вот ответная игра закончилась нулями. В итоге мы доползли до четвертьфинала и попали на Барселону. Это, кстати, действующий обладатель Лиги Чемпионов. Но это нам не помешало закрыть их в первом матче со счетом 5-0. Вот это феноменально. Еще и выиграли второй матч 1-0. Дальше был полуфинал против Челси. И тут мы впервые проиграли. С минимальным счетом уступили первую игру против Челси. Но вот второй матч выиграли 3-0. И вот это настоящая сенсация. Red Bull Зальцбург в финале Лиги Чемпионов. Мы, безусловно, молодцы, но, увы, в финале с минимальным счетом проигрываем ПСЖ. К сожалению, победителями Лиги Чемпионов мы не стали. Но в любом случае, это был феноменальный сезон, уж точно куда круче, чем у РБ Лейпцига. Вот такого вот регресса РБ Лейпцига, если честно, я вообще не ожидал увидеть. Единственный у них разве что плюс, это то, что они выиграли Суперкубок Германии. Со второй попытки, потому что во втором сезоне у них тоже была битва за Суперкубок, которую они проиграли. Здесь получилось взять реванш, и все, Суперкубок Европы не выиграли, а в остальных всех просто турнирах провалились. В Лиге Чемпионов по-прежнему остановились не дальше 1/8 стадии. Здесь абсолютно никакого нет прогресса. Даже мой Red Bull Зальцбург уже дошел до такого высокого уровня, что аж претендует на победу в Лиге Чемпионов, в отличие от них. Ну ладно, давайте посмотрим, что будет команду ждать в следующем 12 сезоне. Как-никак здесь был регресс молодых футболистов, это как бы приколы от игры, здесь мы ничего не поделаем, там уже должно быть по среднему рейтингу как минимум лучше. Но увидим. Надеюсь, это видео вам понравилось. И если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений. И желаю вам успеха. И надеюсь, увидимся в следующем выпуске.